Полная компашка Realme 7 Pro, Realme X3 Super Zoom и Realme 6 Pro. Обзор на телефон Realme 7 Pro у меня уже был на канале. Теперь пора рассказать про остальные телефоны. Все покупал сам на Алиэкспрессе. Теперь про Poco X3 Super Zoom. Камера хорошая, но сенсор довольно бюджетный. Прошлый обзор на канале я специально снимал на этот телефон. Больше на него снимать не буду. Экран в 120 Гц, но я не нашел игр, которые идут не на скромных 60 Гц, не считая Standoff 2. 855 плюс Snapdragon с жидкостным охлаждением. Но январь 2021 года и даже бета-версии 11 Android у Realme пока нет. Super Zoom X60, но гибридный и абсолютно бесполезный на практике лично для меня. Хорошие материалы, но зарядка всего на 30 Вт. В Realme 7 Pro, напоминаю, зарядка на 60 Вт. И здесь нет слота под карту памяти, мини-джека, поддержки беспроводной зарядки и заявленной защиты от влаги. В 4К при 60 FPS записывает. Тип внутренней памяти очень неплохой, UFS 3.0. Автофокусировка быстрая. Замедленная съемка максимум в 960 FPS. NFC модуль для оплаты и Bluetooth модуль с поддержкой aptX. Запись звонков возможна из коробки. Как говорится, все карты я сразу выложил, но он однозначно стоит своих денег, если покупать его на Алиэкспрессе. Аппарат по сумме характеристик просто топовый. Сейчас, как всегда, подробно и быстро расскажу. Примеры видео и фотосъемки будут в конце ролика. Лучше один раз показать, чем 10 раз говорить, и оценивать их, конечно, вы будете сами. Tube 744, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много. Все условия в описании к видео, а сегодня я расскажу вам о новом телефоне Realme X3 Super Zoom. Ну, относительно новом, но ему даже полгода нет. Как всегда, все быстро и просто. Упаковка без особой выдумки, желтая простая. Что бюджетники они так пакуют, что а-ля флагманы. Внутри довольно простой чехол, кабель для зарядки, зарядное устройство на 30 Вт, телефон и документация. Конечно же, в комплекте нет никаких там вам наушников. Гарнитуру они в комплект никогда не кладут. Первое, на что обращаем внимание, на увесистость. Как и у всех аппаратов с серьезными характеристиками, она здесь за 200 граммов, а конкретно 205 граммов. Вынимаем салазки, внутри можно запихать две сим-карты, карту памяти, к сожалению, поместить туда нельзя. В отличие от Realme 7 Pro, в котором установлен AMOLED, внутри этого мобильного устройства IPS-матрица с диагональю 6,6 дюйма и разрешением FHD+. 204 точки на дюйм, частота обновления дисплея составляет максимум 120 Гц. Понятно, что не все программы это поддерживают. Частота опроса сенсорного слоя, к сожалению, не заявлена. Дисплей не самый яркий, экран плавный, в настройках можно выставить принудительные 120 Гц. Мне лично нравится, что края здесь не водопадом, а экран плоский. Автояркость, кстати, работает здесь хорошо. Затемнение при наклоне, разумеется, в наличии. Это же IPS. Как говорят некоторые, соседи будут меньше видеть. Но я лично так не считаю. По мне, затемнение это всегда плохо. У экрана защитное стекло Gorilla Glass 5 серии, Android 10 с оболочкой Realme UI 1.0 и довольно печально, что Android 11, повторяюсь, даже в январе 2021 года на нем отсутствует. Сама оболочка Realme меня лично радует. Настроек здесь по мне довольно много. Перечислять их смысла нет. Роликов в YouTube на эту тему просто море. Мне она больше нравится, чем MIUI у Xiaomi. Во всяком случае, предустановленных программ меньше и рекламы почти нет. На борту процессор Qualcomm Snapdragon 855+, не новый, но не совсем он старый. Видеочип Adreno 640. В синтетических тестах показывает довольно хорошие цифры, но не супер, сами все видите. Собственной памяти два варианта, либо на 128 гигабайт, либо на 256 гигабайт. Тип самый топовый, UFS 3.0. Оперативная память либо 8, либо 12 на выбор. Оперативка здесь LPDDR4. Быстрее уже есть в продаже LPDDR5. Притом телефонов с пятой версией оперативки уже довольно много. Разблокировка по лицу и отпечатку в кнопке работает отлично. Касание на кнопку настраивается. Перенос данных с телефона и на телефон происходит с проблемами через скачивание программы в Play Market. По-простому не перекинуть. Снова про синтетические тесты. Напоминаю, что телефон показывает довольно неплохие результаты, но не запредельные. Не флагман он уже и точно не убийца флагманов. Водозащита не заявлена, но она однозначно есть. Клеевый слой по периметру корпуса в наличии. Герметизированные силиконовым клеем разъемы и кольца из пенистого материала, защищающие зазоры слота сим-карт и батареи. Блок камер довольно сильно выступает, но спасает комплектный чехол. Сборка монолитная, люфтов и скрипов нет. К сожалению, под чехол забивается пыль. Задняя крышка из стекла, рама
сама пластиковая. Двухчастотный GPS ловит быстро и без глюков. Bluetooth не лагает? Xiaomi учитесь. Все Bluetooth устройства с телефоном работали адекватно. Все проверял от умных часов до наушников. Батарея на 4200 мАч свободно вывозит 8 часов непрерывного использования с играми и всеми включенными модулями. Зарядка на 30 Вт дает 100% за 56 минут. С нуля. Напоминаю, что у Realme 7 Pro этот параметр по моим тестам составил с нуля до сотки за 39 минут. А вот беспроводной зарядки нет. Такой себе убийца флагманов получается, правда? Но мы уже решили, что это не так. Жидкостное охлаждение однозначно работает, но вот сказать, что телефон идеально проходит тротлинг-тест, я не могу. Хотя значительно лучше, чем в начале продаж. Те тесты, которые я видел, меня вообще убивали. NFC в наличии, оплачивать товары телефоном можно. На борту, конечно же, есть двухдиапазонный Wi-Fi, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения и цифровой компас. Селфи-камера здесь на 32 мегапикселя с возможностью стабилизации. Плюсом, рядом с основной фронтальной камерой расположен суперширик с возможностью фотографировать на 105 градусов в 8 мегапикселях. Мне лично селфи-камера в первую очередь размерами не понравилась, а так претензий к ее работе нет. Gcam встает на телефон без проблем. Gunshing Impact фризит прилично, на средних настройках особо не развернешься, особенно в сценах боя. Не нашел я в телефоне индикаторного диода, что плохо, и нет инфракрасного датчика. И хотя динамик довольно хороший, стерео в телефоне нет, и это плохо. Основной сенсор на 64 мегапикселя Samsung S5 KG-W1 с довольно хорошей фазовой автофокусировкой. В характеристиках это прописано как PDAF автофокус. Что странно, при съемке в 64 мегапикселя так же долго, как и в 7 Pro, телефон сохраняет снимки. Я думал, все будет быстрее. Ширик на 8 мегапикселей, телевик на 8 и на 2 мегапикселя сенсор глубины. Зум максимум на 60, он здесь цифровой. Оптический до 5, гибридный до 10. По мне, все, что больше 5, получается мыло. Во всяком случае, для моих задач. Поиграться можно, но это все бесполезно. Двойная вспышка яркая и хорошая. По камерам в стоке, цвета перенасыщены, можно даже на небе цифровой шум поймать, но не всегда. Google камера работает как часы, с балансом белого здесь все хорошо, цифровой шум исчезает. Сверхширика нет, оптика не понравилась. Автономность радует, примерно 8 часов активного экрана в день телефон держит, с постоянно включенным фитнес-трекером и большую часть времени подключенными Bluetooth наушниками. Но это преимущественно через Wi-Fi с минимумом сотовой связи. А теперь самое интересное. Цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой 26 тысяч рублей, что около 356 долларов. Ловите скидки, бывает и дешевле. И не забудьте посмотреть свежие промокоды на скидку в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, лично мне играть в него кайф. Снимать ролики возможно, но сложнее, чем на Huawei P40 Pro, который в 2 раза дороже, но я им пользуюсь. И сложнее, чем на OnePlus 7T Pro. А так телефон достойный, я бы мог на него снимать. Да, и Google сервисов Huawei нет, только с бубном, здесь они хотя бы на борту. Прошлый ролик по ссылке в правом верхнем углу я снимал почти полностью на этот смартфон, так что примеры того, как и что он может, можете посмотреть. Основной конкурент Poco F2 Pro стоит на Али почти в 2 раза дороже. И если вы спросите, что можно купить лучше за 350 долларов, я вам не отвечу. Все обозреваемые смарты я потом продаю, и на этот тоже уже покупатель есть. Как любят говорить Xiaomi, топ за свои деньги. Realme вообще покупают по мне плохую рекламу. Лучше бы сразу просто делали адекватные цены и все. Да, и слишком его облизывали на YouTube, наверное, поэтому и не так хорошо его и покупали. Смарт хорош, но только за те деньги, которые сейчас за него просят. И это лично мое мнение. Если считаете, что за 26 тысяч рублей можно купить что-то лучше, скиньте мне, пожалуйста, название этих телефонов в комментарии. Я с удовольствием рассмотрю данные девайсы и, возможно, даже куплю. И сделаю потом на них обзор. В воскресенье на стриме сравню его со своими 5 самыми последними смартфонами. Думаю, будет интересно. Обсудим с вами эти железки и их возможности. Следующий обзор будет на бритву Xiaomi Braun. Ставьте лайк за труды, читайте описание с перечнем конкурсов, подписывайтесь на канал с колоколом, девайсу да или нет, польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И стандартный тест камеры с нашими любимыми деревьями. В принципе, автофокус работает неплохо. Насчет того, каким образом снимают люди, чтобы было все плавненько, это вот как плавно работает наша картинка. Что для этого надо делать? Правильно, нужно стоять неподвижно, довольно размеренно вести камеру. И по большому счету так можно делать. Но если ты будешь снимать с одной руки, это будет, скорее всего, выглядеть вот так, если ты еще одновременно идешь. Понятно, это 4К 60 FPS, какая-то здесь стабилизация есть, пусть и не супер.
А вот 1080p с суперстабилизацией. Притом давайте пойду еще более размашисто, чем когда снимал в 60 FPS и 4К. Сейчас, конечно же, 1080p, но Full HD, но тоже 60 FPS с суперстабилизацией. Мне даже очень сильно нравится, как быстро она работает. Как вы видели, весь этот зум выше, чем X5. Это все бесполезная лабуда. А вот стабилизация у телефона и правда хороша. Так же, как и неплохой автофокус. Ну вот, если увеличивать до, получается, X5. Дальше X10. Уже ничего практически не видно. Вот так примерно я записываю ролики на канале, когда показываю, каким образом уши сидят в наушниках. Наушники сидят в ушах на фронтальную камеру. На улице минус 30. Мы проверяем, насколько хорошо или глубоко сидят эти затычки от Xiaomi.